Мини-ПК Ace Magic AM18, очень неплохой мини-ПК. И он на процессоре AMD Ryzen 7 7840HS с одной из самых мощных встроек на 780M. Вернее, 780M это одна из самых мощных встроек, которые есть у вообще процессоров AMD. Вы знаете, его позиционируют как игровой. Насколько он игровой, проверим в сегодняшнем обзоре, конечно же. А еще он имеет подсветочку. И вы сейчас видите вставочки, где он подсвечивает разными путями, да ее еще и отключить можно полностью. Само по себе устройство всех этих вот именно портов, мы его сейчас немножечко разберем, если сможем, вы увидите немножко дальше на распаковке. Короче, ребят, вот такой вот Ace Magic игровой якобы, с 32 гигами, короче, совсем фаршем. Сейчас все увидите на канале Технозон. Поехали! Мы на странице продавца. Это продавец по Германии, где, в принципе, я и приобретаю сейчас всю технику. В Украину покупал через NP Shopping. Стоимость на текущий момент 659 евро. В принципе, скажу я вам так, есть еще на Алиэкспрессе, это полный аналог Comru New AM18. Но не новый AM18. На том же самом процессоре. Стоит он $622. В принципе, можно заказывать с Алиэкспресса. Ссылку я тоже разместил в описании под видео. Но давайте вернемся сюда, здесь более у нас показательно и красочно. Как мы видим, ну давайте опускаться до, скажем так, картинок. Как мы видим, у нас здесь AMD Ryzen 7 7840HS на AMD Radeon 780. Ну, давайте рассмотрим тогда с вами этот самый AMD Ryzen. Так, смотрим, AMD Ryzen 7 7780HS, 4 нанометра, так, 8 ядер, 16 потоков, 16 мегабайт кэш третьего уровня. Ну, в принципе, я вам скажу, очень даже неплохо. 54 ватт, максимальный TDP на сокете FP7. Кстати, память у нас работает GDDR5, 32 гигабайта. И здесь вот интересно, да, хотя там будут писать, что это двухканальная память. Вообще DDR5 в данном случае работает как 4 канала. На каждую плашку они разделили 2 канала по 32 бит. В принципе, ну, что имеем, то имеем. Но вот эта вот память, она достаточно быстрая. Давайте по видеокарте посмотрим. Здесь у нас все, в принципе, тоже более-менее понятно. Это AMD Radeon 780M, 4 нанометра, тоже 4 нанометра. На память не смотрим, DDR5, потому что она динамически выделяется до 16 гигабайт из стационарной оперативной памяти. Вот, в принципе, из-за этого здесь надо большое количество памяти. 128 бит шина, в принципе, больше нам тут смотреть нечего. Дальше, ну, как мы видим, они показывают двухканальная память DDR5 5632 мегабайта. Так, 1 терабайт M2 NVMe 2280 PCI Express 4. Интересно, давайте посмотрим скорость. Скорость этого NVMe достаточно неплоха. 4736 в прямом чтении на 1874 в прямой записи. Да и в принципе сами по себе показатели очень неплохие. И это я тестировал при 96% заполнения. А если посмотреть на самого производителя, ну это у нас стоит RSS 512 гиговый PCI Express 4 X4 на шине PCI Express 4 X4 формата стандарта NVMe Express 1.4. Посмотрим, и ну, мы с вами на распаковочке увидим, что там с температурой и как это улучшить охлаждение, потому что на текущий момент 69 градусов. Есть у нас также Wi-Fi 6, вот я чуть-чуть подвинул, Wi-Fi 6 и 2 порта, LAN RJ45 до 2,5 гигабита и 1 гигабитный еще один LAN RJ45. По тестам скорости сети у нас 2,5 гигабита показывает порт 2111 на 2463, это чистый 2,5 гигабитный порт. Wi-Fi 6 у нас показывает в 5 ГГц 722 мегабита на загрузочку, на выгрузку. На загрузку 686. А 2,4 ГГц показывает 131 мегабит на загрузку и 27 на выгрузку. Ну 2,4 я бы вообще не рассматривал как таковой. Давайте посмотрим дальше, что они нам еще здесь пишут.
Но опять же про тот же самый процессор, про то, что у нас в турбобусте до 5,1 ГГц, это в принципе мы все уже знаем. И о том, что графика это у нас RDNA 3, 2,7 ГГц. Я, кстати, скажу, графика действительно для встройки одна из самых мощных на текущий момент. Но здесь они показывают приблизительные примеры FPS, и они его сравнивают приблизительно с 1650 GTX, что в принципе является приблизительно близкими показателями. Ну, DDR5 мы поняли, здесь уже все посмотрели, PCI-Express 4 они рекламируют. Что я могу со своей стороны, ну они охлаждение, видите, как заявляют. Я охлаждение буду показывать всю дорогу, скажем так, вы будете сами смотреть на тесты в играх. Они здесь очень много всего показывают. Наличие Bluetooth 5.2 это, конечно, преимущество, ну и порты посмотрим уже с вами на распаковке. В общем-то, ссылка на него в описании под видео. Но если бы мы не провели еще тесты, и у нас 3D Mark получается 3176. Показатели FPS расчетные не будем смотреть, потому что синтетика. А вот в PC Mark у нас вообще все очень круто. Объясню. Это одни из самых высоких показателей для мини-ПК, которые я видел. Почему? Потому что у нас в Essential, это у нас старт приложений, видеоконференц-связь, веб-браузинг. Мы имеем 11445 баллов. Это говорит о том, что он справляется со всеми веб-браузингами, вплоть до просмотра видео и тому подобного. Смотрите. То есть у нас, пожалуйста, до 4К в тестовых моментах он спокойно смотрелось у нас. Плюс продуктивность в работе с различными документами, с копированием данных и, конечно же, еще и в редактировании фотографий очень неплохо, смотрите, очень неплохо. И рендеринг и визуализация, туда же мы смогли поработать с графикой 120 FPS, а ну по видео мне интересно. На ходу у нас было редактирование 47 FPS. Слушайте, это очень неплохо, мы даже сможем поработать. По частотам, смотрите, практически ровно держал максимальные частоты при работе. 5,1 мы ловили, там 5,056, тротлинга мы явного не видели. Интересно, нам, знаете что, давайте мы детальную мониторинг посмотрим. Мне интересна температура в процессе тестирования. Так, вот у нас температура процессора. Максимально было в рендеринге видео, в работе с видеорендерингом. Это у нас было 69-70. 88 было максимально пиково в рендере. В среднем у нас держалась вообще отлично температура. Я пиково вижу тут скачки до 70. Да, с температурой тут все в порядке у этого мини-ПК, но об этом я же говорю попозже, вы увидите это в самих играх. Ладно, будем переходить и смотреть дальше, что у нас с вами есть. Пускай это все отправляется сюда, а мы уже переходим с вами на распаковочку. Оба-на! Поддерживает 8К, поддерживает 3 дисплея 8К 60 Гц и вывод через USB 4. Само собой Wi-Fi 6 плюс 2,5 LAN. Мощная система охлаждения, кастомизированный лайтинг, который отключается, слава богу, потому что я бы не выдержал бы такого. Ну это AM18, у нас серенький, 32 на 512, Ace Magic. Больше здесь ничего интересного для нас нет. Слушайте, давайте его вскрывать. Оп, почемба. Мини-ПК, мини-ПК. Упакован очень хорошо, кстати. Какой ты красивый, а! Так, ладно, к нему вернемся чуть попозже. У нас есть еще вот такая вот коробочка с блоком питания. Блок питания у нас на 100 Вт. Есть у нас HDMI кабель, винтики для крепления. Крепится на заднюю стеночку через вот эти вот штуки. Видите? У нас здесь есть еще дополнительно 4 таких крепления. Вот через эти 2 штуки можно подвесить его куда-нибудь. Короче, вот такое вот крепление, это очень полезное крепление. Так, блок питания, HDMI, кабелечек, все есть. Это все мы откладываем. Мне интересен сам мини-ПК. Сверху все продувается. Вот это очень правильно сделано. Верхняя крышка продувается, нижняя крышка продувается, боковиночки продуваются. Там виден радиатор какой-то мощный. На передней панели кнопка включения, выход для наушников, совмещенный с микрофонным. В принципе, для гарнитуры. 2 USB, 1 Type-C с поддержкой USB 4. Теперь вот это вот включение-выключение подсветки, в принципе. Сзади у нас 2 USB 2.0, DisplayPort плюс HDMI, 1 LAN RJ45 на 2,5 гигабита, 1 LAN. Питание у нас через Type-C. Слушайте, ну прикольно. Давайте попробуем его разобрать. Слушайте, винты такие мощные. Не винты, а шурупы.
Такие прикольные. Не шурупы, да, это винтики. Не говорите, что сверху еще крестовины надо вскрывать. Да, прикиньте, какое тут, какая заморочка, а. Но это сделано прикольно, очень прикольно. Мне нравится. Кстати, вот эти винты очень текстурированные. Я вам скажу, не дешевое удовольствие. Так, сейчас. Вау. Вы видели систему охлаждения? Нифига себе, скажу я вам. Да, разобрать его дальше без вытаскивания всех компонентов будет практически нереально. Это говорит о том, что апгрейдить его мы, к сожалению, нормально не можем. У нас всего лишь одно посадочное место под SSD-шник. Да, оно показывает. То есть я дальше его разобрать нормально не могу. То есть у нас здесь два посадочных места под память. Разобрать память поменять можно. А вот знаете, на чем мы остановились? Именно на этих вот зажатых кнопках. Рассказываю. Вот здесь вот два у нас посадочных места под DDR5. Здесь у нас посадочное место под SSD. Второго места посадочного под SSD нет, к сожалению. Поэтому собираем. Ну, в принципе, систему охлаждения увидели. Система охлаждения интересная. Можно даже что-то придумать еще более интересное, если вам, допустим, будет чего-то мало, в принципе. Но в целом не могу сказать ничего внутри, тяжел для разборки. Это вот то, что я могу сказать. Ну что, будем теперь идти и уже играть, проверять же его игровую производительность. Ну что, начнем конкретно с PUBG, потому что в PUBG я уже здесь играл. Оптимальные настройки у меня получились, ну, Full HD. И вот такие вот пресеты общие пользовательские, где у нас сглаживание низкое, очень низкое. Есть у нас текстуры средние, низкие на DirectX 11, без резкости, без вертикальной синхронизации и без размытия движения. То есть в таком варианте я получал достаточно хороший геймплей и с более-менее нормальными показателями FPS. Ну, давайте сейчас посмотрим. Смотрите, мы сейчас на стартовой локации. Это стабильных 68-70 FPS. Я не говорю, что на таком мини-ПК можно играть на ультрах. Мы это все понимаем, невозможно. Давайте тут пока потанцуем. Это играть невозможно на ультрах, поэтому уже после высадки сейчас посмотрим, что будет дальше. Не обещаю, что вы увидите ультра красивый какой-то гейминг, с учетом того, что я сейчас не могу подключить к нему звук для того, чтобы играть в наушниках. Ну, так уж оно либо пишет, и звук у меня идет дорожка на рекордер, но потом мы на монтаж это не вставляем, потому что она будет заглушать мой голос, либо мы играем. То есть таким вот образом это все дело происходит. На текущий момент при приземлении у нас 85-100 FPS. Кто-нибудь со мной падает? А вон три чуда куда-то в большой город падают. Ну, слава богу, не будете меня донимать здесь, пока я здесь соберу что-нибудь, потестирую, постреляю. Думаю, что с этими чудами без звука я не наиграю. Они меня просто-напросто сольют без движения. Слушайте, в самой игре, ну, сейчас мы тут поподнимаем что-нибудь. О, рюкзак 3-го уровня. Это прям топчик. Прям повезло. Давайте не будем собирать долго. Наша цель не собирать и ничего не делать. Наша цель побегать, попрыгать. Вон мотоцикл есть как раз. Слушайте, ну, я вам скажу, очень сносный гейминг. 77, 87, я думаю, что даже качество графики можно повысить. При том, что, смотрите, у нас сейчас загруз видеокарты 96%, при этом загруз проца 48%, 39-48. Я вам сейчас покажу еще один интересный между играми тест. Это у нас CPU Queen Vaida 64. Обязательно очень люблю этот тест. Почему? Потому что он очень познавательный. Там еще Photoworks. Именно по самому процу. Проц очень-очень мощный для данной видеокарты. И я, когда делал обзор, допустим, того же самого Белинка, который GTR 7, о господи, я испугался мотоцикла, GTR 7, то там у нас получилось... На eGPU я подключал еще видеокарту 3070. Здесь, конечно, немножко не такая у нас конфигурация, не такой не ПК, но поиграть мы действительно сносно на нем сможем. Ну и цена у него не такая, как у Белинка, кстати, он дешевле конкретно. Ребят, смотрите, 80-90 FPS, это действительно комфортно. Мы даже можем попробовать на текущий момент в расширенных поставить не пользовательское, а, ну, например, там какое-то средние настройки. И получим с вами 50-60 FPS. 60-61 на средних настройках. 64. А это уже комфортный гейминг. Это уже действительно комфортный гейминг. 66, 65.
А где вы, друзья? Вы ж... А вон они, откуда он стреляет? Блин, я звук не могу определить, откуда он стреляет. Ну, слили. Ну, я говорю, я без звука, к сожалению, не могу. Вот, обещанный AIDA 64, обыкновенный CPU Queen запускаем, очень показательный тест, хотя и синтетика. И он стоит где-то на ряду Core i9 11900K и Core i9 12900K. Между ними, хотя мне говорят, там, что вот не сравниваю. Я вам объясню, дело в том, что у него быстрее память, DDR5 5600, и он турбобустит до 5.1. И у него 8 на 16. И вот 8 на 16 того же Core i9 устаревшего 11900, но это очень хорошие показатели. Серьезно, вот они на одном уровне практически. В CPU PhotoWorks очень классная тема. Почему? Потому что он определяет, знаете, как берется 10 изображений, загружается в память и рендерится один за одним, и вычисляется время, за которое он это все дело сделает. Это очень такой реальный тест с реальным показателем мощности самого процессора в этих всех делах. Давайте сейчас дождемся. И это, пожалуйста, вот здесь более реальные показатели. Это между 6-ядерным Core i7 7800 и практически такой же, как 16-ядерный Ryzen 9 7950X. Серьезно вам говорю, смотрите. То есть это достаточно удачная конфигурация мини-ПК. А вот и танчики. Сейчас у нас стоят средние настройки, говорю вам сразу. Ну, у нас на старте 170 FPS. Вот это вот для танков, это вообще отличный, скажем так, мини-ПК. Это средние настройки. Смотрите, я иду в настройки, настройки графики. Смотрите, у нас средние. Мы можем поставить здесь даже высоко, попробовать. Ну, наверное, попросят перезагрузить. Так, мы на высоких. У нас упал FPS до 100. 109, но это высокие настройки. Танки на высоких настройках. Мне приятно играть на таком ПК. Серьезно вам говорю, если не предъявлять требования там киберпанк на ультрах, то это вполне себе нормальное такое решение для каких-то нетребовательных игр, для нетребовательных задач. Ну, хотя для задач требовательных можно. На таком ПК можно поработать очень даже серьезно. При том, что у него на текущий момент проц греется не больше 72 градусов. Это у нас... Так, ну давайте сейчас мы... Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, как мне прицелиться. Я вот так давно в танке, у меня даже... Давай, вылазь. Ту-дю. Есть. Пригрели. 112. А ну давай в самую гущу боя сейчас полезем. Ох, меня сейчас тут разложат. Ай-яй-яй, в самую гущу. Но зато всех засветил. Такой светлячок. Ну блин, ну 100 FPS. 100 FPS. Смотрите, всех подсветил. Всех подсветил. Ёлки-палки. Красавчик. Еще и в кого-то сейчас шмальну. Ну все, красавчик. А вот и Horizon. Не-не-не, это у нас Zero Dawn. Я шучу. Это высокие настройки. Выше 30 FPS. В принципе, если вы там не хотите заморачиваться особо с прохождением и играете на легком, то это очень даже нормально. Если понизить настройки графики хотя бы, там, допустим, до средних, это действительно высокие. Смотрите, графика. Это высокие. Если поставить средние, то мы уже будем с вами иметь FPS порядка там 42-50, ну 42-43. Особо разницы нет, а вот качество графики уменьшили. Ну короче, выше 30 FPS. Поиграть в Horizon можно. Я не скажу, что это там 60 FPS, это был бы обман. Но все, что выше 30 FPS. Кстати, он играет, он сейчас вот прямо вот как на плойке выглядит. Вот на плойке примерно такое же качество игры. Но это Full HD, чтобы вы понимали. На минимальных настройках, сейчас мы поставим графику на самом производительном варианте, то здесь у нас будет уже там стабильный 55 под 60 FPS. Это подходит для тех, кому важна плавность в игре, а не ее красота. Но это играбельно. Я не скажу, что на этом играть нельзя. Зачем-то меня просили GTA 5 тестировать в онлайн. Не знаю зачем, что там вы хотите получить от сюжетного режима, какую разницу. Но здесь сейчас у нас 60-66 FPS, и это я вам показываю на каких настройках. Вот, переходим с вами в настроечки. В видео это фуллочка у нас. Вот смотрите, фуллочка. В дополнительных настройках графики у нас нет, конечно же, теней высокого разрешения, подгрузки детализованных текстур во время полета и других дополнительных настроек графики у нас нет. Выделено 16 гигов под графику. В принципе все нормально. 63 FPS. В среднем то, что я здесь играл, стабильно игровая вот производительность в 60 FPS. Достигается достаточно нормально игровая производительность на данном, скажем так, компьютере. 60 FPS. Что я делаю?
Это игра, это игра, это не я. Вы что, я ни в коем случае на такое не ведусь. Так, а куда мы бежим вообще? Я вот в онлайн небольшой любитель играть именно в GTA 5. Ищите, сейчас меня здесь собьют очень быстро. Так, а ну тормози, надо сейчас кого-то затормозить. Забираем тачку, сейчас погоняем чуть-чуть. Да нет, стабильные 60. Стабильные 60 средний FPS. 57-56 там у нас огни появляются. И потом все это выравнивается в 62-63. По GTA 5 тоже вопросов как бы нет. Так, ну ничего, я вот поиграл чуть-чуть, еще погонял, ничего у нас не изменилось. Так, мы с вами в CS2. Воу, здесь вот у нас уже начались проблемы. Даже было пролагивание, меня так прибивали вообще 70 FPS, но при этом, когда в меня стреляют, у меня падает производительность. Знаете, что нам надо? Нам надо тогда понизить настройки на средние хотя бы. Потому что сейчас у нас стояли высокие настройки. На средних 100 кадров в секунду, слушайте, а вот это уже можно играть. В принципе, я вам скажу, очень даже вменяемо. Ну, меня здесь сливают, я слежу за FPS качеством, за датчиком FPS. Так, сколько у нас там? 109 кадров? 100 FPS, слушайте, это на средних настройках. На средних настройках, на высоких, конечно, нет. О, кто-то сзади был. Я так просто бегаю по максимуму. Бам! Ну, я в него попал. Слава богу, хотя бы попал. Я, конечно, игрок в КС тот еще. В PUBG, пожалуйста. А в КС, ну, 100 кадров в секунду мы имеем. Поехали, поехали. Пам! Есть. Я кого-то даже застрелил. Но это тупо в упор, короче. И меня застрелили. 140 FPS. 140 FPS. 100 средний. Есть, я его завалил. Да ладно, слушайте, вообще я в шоке. Я в шоке. Ну, это играбельно, очень играбельно. Мячик есть. Бам! Все, меня завалили. Короче, ну его нафиг этот КС. А вот Киберпанк у нас напрочь отказался запускаться, мотивируя тем, что система не соответствует минимальным требованиям. Ну, как есть. Ну и заканчиваем мы наш обзор просмотром 4К ролика, который мы создавали сами. Сможет ли он 4К декодировать? Мы должны с вами понимать, конечно же, сможет. Просматривать здесь контент в 4К вы можете без ограничения. Практически без дропов. У меня вопросов и претензий нет, поэтому переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, классный мини-ПК. Мне он действительно понравился, за эти деньги это реальный конкурент Belink Ser 7, кстати, да, есть такого же формата, это, конечно, до GTR 7 ему еще пешком, как пешком до Киева, абсолютно, честно вам говорю, почему, потому что там есть больше портов USB 4, Thunderbolt и вся фигня, поэтому тут надо рассуждать уже с точки зрения возможностей и мощности, но это прямой конкурент Belink Ser 7. Я его действительно рекомендую для дома, для каких-то прикольных задач. Сделать он может абсолютно все, поэтому мы не будем даже, скажем так, думать о том, что сможет или не сможет. Поиграть даже можно. Мы его рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.